Всем привет! Сегодня мы с вами готовим клубничную галету. Это такой быстрый, легкий, но очень вкусный рецепт. И как всегда на своем канале я поделюсь всеми подробностями и расскажу, как сделать так, чтобы галета получилась идеальной, чтобы она не размокла, не растеклась и была очень-очень вкусной. Все ингредиенты, как обычно, на экране и будут в описании под видео. А начнем мы с приготовления теста. Нам понадобится 200 грамм муки или 1,1 стакана. Сюда же в муку я добавляю 1 столовую ложку с горкой, с хорошей такой горочкой сахара и пол чайной ложки соли. Все сухие ингредиенты хорошенечко перемешиваем так, чтобы не было комочков в муке. В мучную смесь я натираю очень холодное сливочное масло, у меня здесь 113 грамм или полстакана. Все это хорошенько растираем руками. Масло должно быть очень-очень холодное, если нужно, даже можно его подморозить в морозилке. Очень важно, чтобы масло в тесте не расползалось, а именно оставалось небольшими комочками. Сюда же в тесто я теперь добавляю 7-8 столовых ложек ледяной воды. В воде у меня даже плавают кусочки льда, вода должна быть очень-очень холодной. Я рекомендую начать с 7 и потом добавить еще одну, если будет необходимость. Перемешиваем тесто руками. Тесто перемешивать нужно очень быстро, так чтобы масло у нас не растаяло от теплоты рук. Тесто выглядит суховатым, но как только мы его перемешиваем, оно становится уже более влажное, приобретает свою форму. Вот так оно должно склеиваться, но оно не должно превратиться в такое мягкое тесто. Я это тесто готовлю уже не первый раз, и я знаю, что у меня по этому рецепту уходит ровно 8 столовых ложек воды. В итоге получается вот такое плотное тесто, долго его вымешивать не надо, иначе оно уплотнится и не будет рассыпчатым. Теперь его заворачиваем в пленку и убираем в холодильник на 30 минут. Вот такое тесто получается. Оно немного проминается, но достаточно плотное. На данном этапе я уже поставила разогреваться свою духовку на 220 градусов по Цельсию, и пока она разогревается, займусь тестом. В процессе раскатки это тесто становится липким, поэтому стол нужно обильно присыпать мукой и начинаем раскатывать тесто. Раскатываем его в пласт примерно диаметром 30 сантиметров. Края теста не обязательно должны быть ровными и идеальными, скорее наоборот, чем больше выступов, тем более красивая галета получается. Однако, если у вас в процессе раскатки получилась более квадратная форма, как у меня сейчас, тесто можно слегка подтянуть или подровнять либо с помощью ножа, либо с помощью шпателя. Вот таким образом слегка я его округляю, для того, чтобы галета была в конце у нас более-менее ровная. 30 сантиметров, как я уже сказала. Несмотря на то, что тесто я раскатывала достаточно быстро, оно нагревается в процессе раскатки и становится мягким. Самый простой способ его перенести – это накинуть на скалку. И пока я занимаюсь начинкой, тесто я убираю в холодильник на это время, и стоять оно будет в холодильнике примерно минут 10. Для начинки сегодня я использую клубнику, здесь у меня 400 грамм или примерно 2 стакана, можно чуть больше, чуть меньше. Клубнику для галеты лучше брать такого крепенького сорта, чтобы она держала свою форму. Режем ее на пластинки вот такого примерно размера. Клубнику для галеты лучше подготовить заранее, промыть ее хорошенечко и просушить, на ней не должно быть никакой лишней влаги. Добавляю в клубнику 50 грамм сахара или 1/4 стакана, также добавлю немного ванилина в порошке. И сюда же у нас идет 1 столовая ложка с такой хорошей горкой крахмала. Крахмал можно использовать любой. Перемешиваем клубнику быстро, так чтобы клубника не дала лишний сок, но крахмал и сахар должны немного намокнуть. Этот процесс занимает буквально несколько секунд. Вот смотрите, клубника слегка намокла, но на донышке влаги нет. Тесто я достала, уже у меня духовка нагрелась, и выкладываю клубнику в середину. Если так получилось, что все-таки клубника дала слишком много сока и он остался на дне чашки, то этот сок выливать на галету не следует, иначе галета размокнет и станет такой развалившейся и слишком влажной в конце после выпекания, и возможно даже не пропечется в середине. Выкладываем клубнику равномерно одним слоем в центр галеты. И поднимаем края теста по кругу с небольшим нахлестом на клубнику, так чтобы клубника оказалась немного внутри по краю. Если случилось так, что тесто у вас слегка перестояло в холодильнике и стало твердым и не гнется, чтобы его не ломать, просто дайте ему постоять при комнатной температуре минут 5, прежде чем укладывать на него клубнику. Такое тесто достаточно быстро становится снова мягким и податливым, однако перегревать его все же не стоит, потому что у нас там, как вы помните, кусочки масла. Сверху галету я обязательно смазываю яйцом. Яйцо я уже взболтала, у меня здесь ушло 1 яйцо. Сама галета цвета не дает, поэтому если вы ее не смажете, у нее будет такой бледный, не очень красивый цвет. Поэтому этому процессу я уделяю внимание и прохожусь по всему тесту со всех сторон, где я хочу, чтобы оно стало красивым и золотистым, яйцом по всему кругу.
Для украшения галеты и для придания ей дополнительного вкуса я использую коричневый крупный сахар. Пройдусь по тем местам, которые я смазала яйцом. Этот сахар хорошо прилипает. Если у вас такого сахара нет, можно использовать любой белый крупный сахар. Моя духовка уже нагрелась, напоминаю, температура 220 градусов по Цельсию, и как только галета сформирована, ее нужно сразу же отправить выпекаться. Выпекаться она будет 25-30 минут. Конкретно у меня в моей духовке она стояла 25 минут ровно. После выпекания даем галете немного остыть, и по желанию можно присыпать сахарной пудрой. Так она выглядит нарядно и красиво. Правильно приготовленное тесто после выпечки напоминает более плотное слоеное тесто. Оно рассыпчатое, очень вкусное, тончайшее. Совершенно не промокло, донышко сухое, посмотрите, какая красивая галета. Из-за того, что у нас крахмал в клубнике, клубника у нас не потекла, и по мере остывания крахмал загустил всю лишнюю жидкость в галете. Посмотрите, какая красивая, ароматная, со свежим клубничным вкусом, просто удовольствие. На все комментарии, как обычно, я отвечаю внизу под видео. Если вы хотите поделиться своими фотографиями выпечки, то можете это сделать на моем телеграм-канале, ссылку также оставлю внизу. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.